Всем привет, друзья! Приехал в лес, нахожусь где был в позапрошлом видео, где копали экскаватором металлолом. Здесь вот в том году копали медяху, доставали, не знаю, что они нашли, видео тоже есть на канале. Вот в этом месте копали медь, сюда уже вот мусор набросали в эту яму. Вот тут вот я находил кое-какой металл. Экскаватор сбрасывал сюда землю и кое-когда дождем так вымывал и отсюда доставал. Решил заехать сегодня отсюда, а не доезжать до того места, где я был, копал в лесу. Сейчас сначала здесь пробью, поищу, и потом вон туда вон залезу, в траву. Там тоже есть какие-то кучки странные. Может, раньше здесь тоже какой-то сброс делали, металлолома вышвыривали, вот, то есть кузова вываливали в разные места. Не знаю, сейчас сначала здесь вот эту вот горку пробьем, с вами пройдемся. Отгоню сейчас велик с дороги. И приступим сначала вот тут, потом, говорю, туда. Там вон еще какая-то тропинка есть вдоль вот этого озера. Можно туда потом сходить, на ту часть болота перейти, посмотреть, что там. Вот эта тропинка. Кто-то здесь даже ходит. Трава примята. Не знаю, что тут проверяют. Вот тут вот какие-то тоже бугры вот есть. В общем, сейчас пройдемся. Тут, конечно, и трава, и вот это вот молодняк будет очень мешать. Всем приятного просмотра. Начинаем. Ну что, дорогие друзья, время прошло уже так предостаточно. Кое-как настроил свой металлоискатель. Здесь проходят высоковольтные линии. Раз, два. Вот они идут. Металлоискатель просто в шоке от того, в какой местности ему приходится сегодня работать. Бегают цифры. Настраивал его на всех режимах, на всех полях вот этих вот, чтобы не было помех. Кое-как настроил, но все равно он глючит, но ищет. И вот мои мега находки, которые я достал. Вот какая-то кастрюля или что это. Алюминиевая банка. Такие вот проводки медные, совсем тонюсенькие. И вот такая проволока. Жаль, что она не медная. Все, на этом находки мои заканчиваются. Да ладно, друзья. Опять мои шуточки умственно отсталые. Вот, что удалось достать. Это какое-то железо. Но оно вот в оплавках. Вот медяха зеленая. Вот, смотрите. Тоже медь. Но, блин, как ее доставать опять? Вон железо какое-то все в этих комьях. Но это еще ладно. Вот. Оно ломается все уже. Вон идет туда. Не видно. Вот медяха. Это еще ладно. Сейчас, короче, залез вот сюда вот. Ох, тут копать приходится, конечно, вообще жесть. Одни ветки, в глаза все лезет, боюсь выколоть глаза. Вот, тут какой-то обруч, не знаю, железный. Я сначала напоролся на него, но начал копать осторожно, так как увидел вот эти вот волоски. Они тоже уходят куда-то под землю. И сейчас вот прям просто, я не знаю, копнул лопатой, дернул, и вот что я вытащил. Вот прямо. Медяха, блядь, медь, блядь. О, вот это вот, я понимаю, находки. Блин, кучка, конечно, хорошая. Дай бог еще бы в ней что-нибудь найти такое. А можно и пожирнее. О, какой-то тройник. Чермет. Друзья, я, конечно, здесь килограмм не насобираю. Но, блин, я даже здесь лопатой перестал работать. Я тут еще вот диски я даже не вытаскивал, не пробовал. Просто копаю вот такой вот деревяшкой. Лопату пока вообще не задействую. Вот еще медь. Какая-то пластина. Работаю пока вот так. Раскопки геологические провожу. Брушусь пока так по-тихому. Ну, в общем, как я вот думаю, здесь просто, мне кажется, кто-то знал, где что выбрасывали, сжигали, закапывали. И потом сюда уже на эти места приезжал трактор и раскапывал, так как она находится стопудово на глубине, вот это вот все дело. И просто так металлоискатель, мне кажется, не достанешь. Здесь еще и помойка была, всякие горы. Вон, видите, тут что? И где тут что найдешь? Вот кто-то, видать, знал, где что выкидывали. Или костры какие-то сжигали. Копаем дальше, друзья, посмотрим, что еще попадется. Кучка, конечно, хорошая. Пусть я говорю и килограмм не наберу, но все-таки медь намного интереснее копать, да и дороже. Осколок от тарелки вот такой попался. Не знаю, может быть даже с позолотой, так как тут все какое-то древнее валяется на этой свалке.
Опять смотрите, оплавки вот эти. Но здесь еще можно что-то достать. Вот. Тут не все вот в этих камнях. Выпутать потихоньку можно. Ломается, правда, некоторые. Но нам-то грех жаловаться. Мы с вами люди-то не гордые. И такое сойдет. Вот этот вот диск, не знаю, то ли от какого-то канализационного люка, что ли. Или что за колесо. Хрен поймешь. Сейчас, в общем, вот этот диск отсюда вытащу. И вот эту вот пока выкину. И продолжу дальше бомбить эту яму. Может, еще что-нибудь попадется. Ну, хотя, мне кажется, вот это вот, что попадается в этой куче, она на поверхности, так как достается с глубины. Трактор ковшом вот эту землю скидывает, и она получается наверху. Дальше копать глубже, мне кажется, не будет ничего попадаться, так как там на глубине вот эта земля, она же находится сверху. Блин, я даже не ожидал сегодняшнего такого поворота видео. Я вообще приехал сюда железки поискать. А тут такой сюрприз. Ну что, мои дорогие друзья, находки пока что прекратились. Так как я и предполагал, там уже дальше вот пошел мусор. Вон его откидываю, всякие пачки вот с алюминиевой фольгой, всякая ерундень. Приходил сейчас человек, точнее проходил с охоты мимо. Ну здорово, так поговорили с ним. Он говорит, здесь, говорит, только кто не был с металлоискателями. И на Нивах всяких приезжают на машинах, ходят вот так вот вокруг тоже, вокруг вот этих помоек. Везде шастают, смотрят, уезжают ни с чем, так как может где-то что-то завалено или глубоко закопано. Все, что было, уже, наверное, скорее всего достали. Он говорит, наверное, года 2 назад, что ли. Ленты вот такие 2 от тракторов гусеничных. 1 и 2, говорит, вот оттуда где-то и вот до сюда раскатаны были. Алкаши, говорит, какие-то достали и выкопали. Говорит, грузили потом на машину. Ну, я таким вопросом задался, говорю, а как алкаши найдут-то, у них ни прибора, ничего. Ну вот, видимо, кто-то знал и сказал, вытащили, сдали. Я не знаю, говорит, наверное, года 2 где-то было. Кольцо вон то, он сказал, что от какой-то вентиляции. Мои-то гипернаходки вообще покажутся смешными для тех, кто экскаваторами роет. Ладно, друзья, ищем дальше. Сейчас вот тут еще пробегусь, тут вот внизу что-то пищало в перегруз. Катушка уходила. Сейчас тоже вот так вот пробежимся. Туда дальше тоже залезем поверху. Тут уже, в общем, ничего нету. Вот такая дичь сегодня происходит с моим металлоискателем. Вот, друзья, то ли дроссель это, то ли что нашел. Здесь вот внизу, где был перегруз. Но, к сожалению, она, походу, вся прогорела. Ну, хотя нет. Нет, похоже. Похоже, что нет. Можно с нее... О, даже вываливается все. Ладно, не будем сейчас потрошить. Дома потом с вами все рассмотрим тщательно. Сейчас уже где-то через, наверное, часик поеду домой на обед. Пообедаю. Сюда вернемся. Но перед этим, конечно, что можно, сейчас вот это вот все позабираю, в 2 сумки сложу. Вот это вот куда-нибудь откидаю в одну кучу. Здесь на некоторых частях тоже и медь торчит, надо потом все будет отсюда собрать. Короче, друзья, я был прав. Дальше туда вот копаешь, уже мусор один пошел. Сейчас уже буду все собирать, готовиться к обеду. Блин, солнце зашло за деревья, что-то ветер какой-то пошел. Я тут замерз уже нафиг. Поеду сейчас до дома, сгоняю, но на сегодня мы с вами поиск не заканчиваем. Вернемся еще сюда. Бросил я, короче, вот эту кучу, спустился вот сюда, с этой вот ямки, вырыл какую-то дичь, не знаю, угольники какие-то наварены, что это такое, вообще без понятия. Вот такая вот попадается мелочевочка. Вот какую-то штуку, пилу какую-то достал. Это жестянка. Мусор уже такой современный. Вот тут вот отсюда ушел, тут делать нечего. Тут шифер какая-то, хрень одна, мусор. Зашел вот сюда, здесь сигналы есть. Вот один из них. И тут что-то интересное, что-то длинное. А сигнал вообще плохой. Вот в этой стороне плохой, но она уходит туда. Очень хреновый сигнал.
И туда вдаль идет. Сейчас, короче, друзья, еду домой, возвращаемся с тележкой, выкопаем вот это вот, не знаю, добротное что-то или нет, но я думаю, металл хороший. 2 hours later. Фух, я так, можно сказать, в небольшом замешательстве. Что здесь такое закопано? Вот это вот сначала думал рессора, но она какая-то очень длинная. Вон оттуда вот начинается и сквозь туда уходит. Большой минус. Здесь мешают вот такие вот опиленные молодые деревья. Здесь восковолька проходит. И электрики спиливали вот это вот эти поросли. Они валяются, мешают. То есть надо или пилу с собой брать, или что. Вот, ну как я вот дальше буду копать? Здесь просто вот завалено все вот этими ветками. Здесь вот, короче, сначала копал вот эту. Вон достал крюк какой-то. И вот еще какая-то уходит железка, она лежит вот так. Куда-то туда, не знаю вообще, что это такое. В общем, продолжаем копать. Это вообще хорошая находка, можно сказать. Да для меня это топовая находка. Здесь металл просто повсюду. Это, походу, реально рессоры, и здесь их целая пачка. Тут повсюду железо. Вот железо. Торчит, уходит туда. Вот первая, вот вторая. Вот еще железо. Но я не знаю, как это объяснить. Металлоискатель выдавал очень плохие сигналы. Ну, плохие сигналы выдавал. Может, из-за вот этих вот линий электропередач. Но находка тонусная. Это надо точно выкапывать, брать сегодня, попытаться. Если нет, так завтра приеду, все дозабираю. Еще какая-то мелочь. Это надо обязательно забирать. Сейчас вот уже часик, и опять стемнеет. В 5 часов уже совсем темно. Вот она. Достал. Интересно, вынется по одной вот этой или нет. Так-то тяжело. Завтра моя спина мне скажет: привет, Дмитрий, как поживаете? Блин, офигеть. Вот эта связочка. Как ее тут не увидели, я не знаю. Может, тоже сигнал был плохой, как у меня. Он вообще, металлоискатель, просто не слушается. Он в бешенстве находится. Не знаю, ходили здесь кто-нибудь или нет. Я решил все-таки зайти, так как вот в этой части помойки, ну вообще вот на этом месте, и тоже человек сказал, типа ходят, везде проверяют. Я еще до этого решил сюда зайти, вот вокруг вот этого болота вот так вот сквозь пройти, глянуть, так как если сюда вывозили в те советские времена всякий хлам, металл, то почему бы и не разбросать его куда попало? Просто уже вот заросло, слой такой уже хороший был. Вот кто-то рессор сюда притаранил. Блин, тут бы, конечно, моя болгарка помогла мне. Вот это бы сейчас отпилить.
И делов-то. Ну, может, вот как, кстати, может, сейчас вот даже и вытащу вот эту вот самую маленькую. А, тут все сгнило. Фу, слава тебе, Господи. Так. Раз. Два. Три. 4, 5, 6 и последняя, 7. Вот это находки прут под конец дня. Вот это я понимаю. Огонь вообще. Это, друзья, еще не все. Вот еще одна. Не знаю, она одна здесь или может еще где, в каком районе попадется. Сейчас вот эту еще выкопаю. Достал, короче, вот эту рессору. И не знаю, когда доставал, об что-то она скрипнула там, зашуршала. То ли об металл, то ли там какие-то камешки валяются, бетон. Может, об них, не знаю пока. Вот еще всякая мелочевка. Рядом вот прям в этой же яме с этими рессорами. Вот какие-то такие изделия попадаются. Всякая мелочь такая. И я, друзья, совсем забыл. Я вот этот круг спрятал, сейчас бы без него уехал. У меня же еще вот находка. Сегодня я сюда его закинул. Блин, памяти вообще нету. Куриная какая-то. Все, друзья, сейчас будем двигаться потихоньку домой. Уже темнеет. На сегодня хватит. Рессорчики-то нормально так уже закоррозировались. Видать, очень давно лежат. Такие уже поношенный прям вид, потрепанный в земле. Ну что, дорогие друзья, давайте потихоньку подводить итоги сегодняшнего ролика. И начнем сегодня с более ценного. Вот с этой сумки. С вот такой вот погорелой медью. Вы, наверное, уже заметили, у меня на столе лежали вот такие вот свитки с готовой медью. Пока шли дожди, время даром не терял. И вытащил из вот этого всего хламья, вот из этого мешка, вот такую готовую, уже обгоревшую. Хорошие, кстати, здесь жилы. Она не рассыпается, это живая медь. Хорошая, добротная. Вот такие вот результаты получились. Здесь еще перебирать и перебирать. Тут в сумке еще очень много всякого хлама. Она весит, наверное, килограмм 5 точно. В этих оплавках находилась вот такая более толстенькая проволока. Кое-чего накрутил. Это уже тоже готовая, вся обожженная. У нее, конечно, не такой презентабельный вид, но все равно я ее искупал в воде. Все отмыл от песка, от грязи. Вот такая вот получилась добротная медная составляющие. И вот с этих частей я размотал вот такую вот катушку, точнее часть от нее. Вот сейчас будет фотография. Там вы увидите, что катушка хорошо, что не была в самом, видимо, пекле. Немножко только обгорела, оплавилась. И я повыкручивал вот это вот все с двух краев. Получился вот такой вот результат. Сейчас мы с вами вот это все готовое взвесим. Также покажу еще содержимое сумки, что там находится и что еще можно оттуда выколупать. Вот, друзья, все остальное содержимое этой сумки. Здесь еще вот такая вот попадается медяха. Она тоже живая, не рассыпается. Вот. Тоже можно спокойно скрутить. Она грязная, в песке. Можно чуть-чуть отмыть, если есть желание. Я же просто для видео так более-менее ее почистил, отмыл. Вот попадается такая вот уже готовая медь. Она вся готовая, она вся была в костре. Не знаю уж, какой уж идиот вот это вот все жег столько меди. В каком это году сжигали, в советское постпространство или уже в 90-е в какие-нибудь. Вот этого сказать я не могу, но точно какой-то нездравомыслящий человек все это сделал, так как медь всегда была ценна. Сдавали
теми временами медь, алюминий, латунь, чермет нафиг никому не был нужен. Но вот это вот сдавалось всегда. Тоже живая медяха. Вот, кстати, тот дроссель. Я когда все в сумку укладывал, я кое-что заметил, друзья, и разочаровался. Оказывается, этот дроссель у нас полуалюминиевый, полумедный. Если сейчас видно на камеру, уже сегодня выбрался, так можно сказать, не по светлому времени суток, уже начинает так вечереть. Вот алюминиевая проволока белая. И здесь присутствует вот такая вот совсем волоски, как-то чередуется, что ли, медной проволоки. В общем, это алюминий, это никуда не годится. Он, наверное, скорее всего будет рассыпаться. Ну, хотя нет, он, видать, тоже не в сильном пекле побывал. Алюминий целый, но только вес от него с гулькин хрен. Тут еще, кстати, есть вот такой трансформатор, и я уверен, что тут уже будет настоящая медяха, а не подстава с алюминием. Его надо тоже будет выковырять. Это я буду делать не сегодня. Сегодня мы только взвесим вот это, а снимем другой ролик с добычей меди. Будем добывать медь с каких-нибудь подставок из-под чайников, еще всякой ерунды, всякого хлама. И сунемся вот в эту вот копилку. Будем отсюда что-нибудь выколупывать, что можно отсюда достать. Вот с этого края. Лучше видно, чем с того. Здесь вот эта вот медная совсем тонкая проволочка, она идет поверху. А алюминий внизу вот к этой сердцевине. Нашел тут в мусоре вот эту пластинку, которую я там находил. Сказал, что медь, но оказалось это латунь. Ну, тоже неплохо. Откладываем цветной металл. Здесь еще всякий вот чермет попадается. Ну, не суть. Тут еще можно повыковыривать всякую медяху. Вот она тоже не рассыпается. Проволока живая. Ее нужно отсюда аккуратненько достать, чтобы не повлечь сильно много потерь, чтобы не оторвалась она тут. Как-нибудь потихоньку можно отсюда все это извлечь. Почему выпутывать? Потому что обжечь второй раз вот это вот не получится, так как уже был пройден зимой такой опыт. Я пробовал обжигать вот в этих оплавках медь, и ничего не получилось, все рассыпалось, все посыпалось. И давайте уже наконец-то взвесим сегодняшние найденные полезные ископаемые. Кладем поочередно на весы. Очень интересно узнать. Вот уже 400 граммов. 730. 924 грамма. Ну и давайте еще, может, до килограмма дотянет. Кинем вот это вот в прямом эфире, что мне удалось сейчас наколупать. Вот, целый килограмм. Отличный результат из такого вот убожества. И напоследок взвесим черный металл. Очень интересно, сколько в такой пачке веса. Давайте глянем с вами на первую. Семь килограмм 710 грамм. 7,5 вес второй рессоры. 6,5 третий. Берем следующую. Ну, почти 6. Почти такой же вес. 6 килограмм. Осталось 3 штуки. 4700. Вот такие мучения, когда нет нормальных весов, только вот такие. Но все ради любопытства, ради интереса вашего и моего. 5700. Последняя на сегодня рессора. Ну, тоже 3800 будем считать. 2800. И напоследок вес вот этого всего хлама из тележки. Вес вышел на 26,5 килограмм. Фиксирует весы очень долго. Вот как-то так. Сейчас все сложим. Ну, на экране я уже сейчас все выведу, так как я сейчас ничего не записываю. Уже вон практически стемнело. Это просто на камеру. Камера выдает якобы сейчас еще светло, но на самом деле намного темнее. Вот как-то так, друзья, сегодня получилось. Такой вот интересный выход на металлокоп. Кому понравилось, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Всем удачи, дорогие друзья. Увидимся с вами в новом ролике. Всем пока.